Фермер Джо проснулся от необычного зрелища. Его поля были покрыты странными черными предметами. Это были не камни и не обломки, а нечто совершенно иное. Он понял, что ему срочно нужны ответы, и вызвал эксперта. Когда мужчина медленно приблизился к предметам, его лицо побледнело от беспокойства. «Джо, собирай свои вещи и уходи сейчас же», – предупредил эксперт. Фермер Джо никогда раньше не видел ничего подобного. У него и так была одна из худших недель в его фермерской карьере, и он боялся, что это странное открытие только ухудшит его положение. Он отсутствовал на своем любимом поприще всего пару дней. Как могло случиться, что оно переполнилось всеми этими странными черными предметами? Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Нравится». Не забудьте подписаться и нажать колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Неделя ужасов началась с предупреждения в новостях об экстремальных погодных условиях. В районе, где находилась ферма Джо, должно было выпасть беспрецедентное количество осадков. Джо оставался со своим братом в течение нескольких дней, пока буря не утихла. Он внимательно следил за развитием событий в новостях и с ужасом увидел, что шторм был еще сильнее, чем прогнозировалось. Когда бури наконец утихли, он, не теряя времени, вернулся на свои земли. Он уже обзвонил других фермеров в надежде, что они смогут его найти. Но большинство из них также не вернулись на свои фермы или у них было слишком много забот. Его и все другие фермы в округе, казалось, не смогли справиться с разливом воды. Большинство полей уже почти не было видно, так как они превратились в очень большие лужи воды. Когда Джо проезжал мимо этих переполненных полей, у него немного упало сердце, но он также знал, что это не должно стать проблемой, с которой они не смогут справиться. Когда Джо наконец вернулся на свои поля, он понял, что столкнулся с чем-то совершенно иным, чем все остальные фермеры. Его сельскохозяйственные угодья на самом деле тоже были переполнены водой, но было и кое-что еще, что можно было увидеть. Он понятия не имел, что это за объекты, но по всей воде на его полях были разбросаны сотни маленьких черных объектов, которые он просто не мог распознать. Самым странным было то, что Джо не видел этих черных объектов ни на каких других полях, кроме своего собственного. Старик, вероятно, был в таком же замешательстве, как и он сам, и когда Джо подъехал к его дому, тот быстро подошел к нему. Джо видел, что тот очень волнуется. Он спросил Джо, что ж, черт возьми, это такое? И, конечно, Джо понятия не имел, но он с этим разберется. Но этого явно было недостаточно, чтобы успокоить его соседа. Джо не понимал, почему его это так волнует, ведь эти черные объекты появлялись только на его полях. Но старик объяснил, что боится, как бы это ни привело к масштабному расследованию того, что это за вещи, и которые могут затронуть всех фермеров в округе. Джо чувствовал, что ему нужно что-то предпринять в связи с этим быстро и желательно с привлечением как можно меньшего числа людей. Но для того, чтобы он мог что-то сделать, ему сначала нужно было понять, с чем, черт возьми, он имеет дело. Джо собрал окрестных фермеров и начал срочный разговор. «Мы должны сохранить это в тайне. Если что-то просочится наружу, мы отправим следователей по всей нашей земле, то...» Фермеры обменялись тревожными взглядами, но кивнули в знак согласия. Они доверяли суждениям Джо и понимали необходимость соблюдать осторожность. С согласия фермеров Джо решил поближе рассмотреть загадочные черные объекты. Он осторожно ступил на свое поле, чувствуя, как под ботинками хлюпает грязь. Добравшись до одного из предметов, он понял, что это не просто мусор. Это были прочные черные мешки, каждый из которых был привязан к земле толстыми веревками. Полной решимости докопаться до истины, Джо схватил один из черных мешков и попытался поднять его. Веревка оказалась на удивление прочной и не поддалась его усилиям. Он напрягся и потянул сильнее, но веревка застряла, почти не поддаваясь.
Джо осмотрел сумку, отметив ее прочность. Казалось, что он выдержит суровые условия эксплуатации. У него возникло искушение вскрыть его, но неуверенность в том, что находится внутри, заставила его остановиться. Что если это опасно или что-то ценное? Вопросы вертелись у него в голове. Он решил не открывать его сразу, понимая, что ему нужно больше информации, прежде чем идти на такой риск. Вернувшись в свой фермерский дом, Джо обратился к интернету. Он поискал любое упоминание о черных предметах в полях, надеясь найти подсказку. Прошли часы, пока он просматривал форумы и статьи. Его глаза устали, но он не сдавался. Наконец, его внимание привлек пост на фермерском форуме. Прикрепленное изображение было до жути похоже на его поля. Это было немного, но это была зацепка. Читая дальше, Джо почувствовал проблеск надежды. После нескольких часов поисков взгляд Джо упал на фотографию на фермерском форуме. Она выглядела почти так же, как его поля. Только вокруг были разбросаны странные черные предметы. Его сердце бешено колотилось от волнения и любопытства. Он кликнул по изображению, надеясь, что оно поможет ему найти ответы на некоторые вопросы. Это было не идеальное совпадение, но самое близкое из того, что он нашел. Джо наклонился ближе, желая прочитать больше и раскрыть тайну. Сообщение на форуме было опубликовано несколько месяцев назад фермером, столкнувшимся с такой же сложной проблемой. Кто-нибудь видел эти черные объекты на своих полях? Сообщение гласило: Джо просмотрел ответы, надеясь, что кто-нибудь предложит решение. Большинство комментариев были такими же озадаченными, как и оригинальный постер, но был один, который выделялся на общем фоне. Любопытство Джо достигло пика. Это была первая серьезная зацепка, которую он обнаружил. Джо знал, что должен связаться с этим человеком, надеясь, что он сможет пролить свет на странную ситуацию, сложившуюся на его полях. Джо быстро набрал сообщение для комментатора, который представился Кенни, экспертом по необычным сельскохозяйственным явлениям. Кенни ответил через несколько минут. Его сообщение было кратким, но многообещающим. «Пришли мне фотографии. Нам нужно встретиться». Джо поспешно сфотографировал черные объекты на своих полях и отправил их Кенни. Ответ пришел почти мгновенно, и Кенни согласился навестить его на следующий день. На следующий день Кенни приехал на шикарной машине. Он был моложе, чем представлял себе Джо, но при этом уверен в себе и собранен. «Вы, должно быть, Джо», – сказал он с улыбкой. Джо кивнул, скрывая удивление, и повел за собой. Кенни направился к полю, гадая, что же на самом деле известно этому незнакомцу. По дороге Джо спросил, откуда Кенни знает об этих предметах. «Я видел их раньше», – ответил Кенни, не сказав больше ничего. Джо хотел узнать больше, но промолчал, надеясь, что ответы придут, как только Кенни осмотрит сумки. Выйдя на поле, Кенни не стал вдаваться в подробности и сразу сосредоточился на мешках. По его словам, «мне нужно увидеть их лично». Джо наблюдал, как Кенни опустился на колени рядом с одним из них, внимательно изучая его. Всего через 2 минуты Кенни резко отступил назад. Его спокойствие сменилось настойчивостью. «Нам нужно уходить. Сейчас же», – прошептал он. Джо почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда Кенни схватил его за руку и потащил к машине. «Нет времени объяснять», – сказал он. Кенни, ставший серьезным и напряженным, признался, что в этих пакетах содержится что-то очень взрывоопасное. Страх Джо усилился. Кенни добавил, что обсуждать это здесь небезопасно, и больше ничего не добавил. Затем Кенни предложил 2 варианта – обратиться к властям или позволить своей команде незаметно вывести предметы. Джо колебался, не зная, кому доверять. Тем не менее, идея чистого и незаметного решения понравилась ему. «Ты действительно думаешь, что справишься с этим?» – спросил Джо. Кенни кивнул. «Я делал это раньше». Джо взвесил риск вмешательства правительства и тайну, команда Кенни в конце концов согласилась. «Хорошо, Кенни.
Ты и твоя команда можете позаботиться об этом». Они пожали друг другу руки. Джо надеялся, что поступил правильно, хотя сомнения оставались. Джо сказал Кенни, что на следующий день его не будет в городе. Он планирует навестить своего брата. Кенни воспринял эту историю без вопросов. Джо собрал вещи, как будто собирался уходить, но у него не было намерения уходить далеко. Вместо этого он придумал другой план. Когда наступила ночь, Джо устроился с биноклем, решив выяснить истинные намерения Кенни. Что-то было не так, и инстинкты подсказывали ему сохранять бдительность. Рано утром следующего дня Джо увидел, как к его полю подъехала машина. Из нее вышли 3 человека и быстро направились к черным объектам. Они работали с отработанной эффективностью, разрезая мешки и загружая их в машину. Любопытство Джо быстро переросло в подозрение. К чему такая спешка? Он заметил кое-что тревожное. На них не было никакой защитной одежды. Если сумки были такими опасными, как утверждал Кенни, то зачем обращаться с ними так небрежно? Сомнения Джо усилились. Понимая, что операция подходит к концу, Джо понял, что не может оставаться пассивным. Он подождал, пока рабочие отвернутся, затем тихо вышел из дома соседа, прокрался к полю и разрезал один из мешков. Он притащил его обратно и спрятал за кустами, сердце бешено колотилось от прилива адреналина. На заднем дворе своего соседа Джо достал защитную маску, оставшуюся от прошлого проекта, и осторожно открыл пакет. Раздалось тихое шипение, когда материал поддался. То, что он обнаружил внутри, потрясло его. Он немедленно позвал соседа, чтобы тот подтвердил, что он видел. Они вместе ошеломленно уставились на открытую сумку. «Кенни здесь нет, чтобы помочь», – тихо сказал Джо. Срочность, секретность, поспешная уборка – теперь все это имело смысл. Джо понял, что Кенни манипулировал ситуацией, чтобы использовать ферму для чего-то незаконного. Не колеблясь, он позвонил в полицию. Его голос был тверд, когда он рассказывал обо всем. Кенни, черные сумки, странная команда, которая их убирала. Диспетчер заверил его, что помощь уже в пути. Через несколько минут появились мигалки. Подъехали патрульные машины, и из них высыпали офицеры, направляясь прямо в поле. Джо встретил их и указал на команду Кенни. «Они прямо там», – сказал он. Когда в воздухе завыли сирены, команда Кенни запаниковала. Джо увидел, как они обменялись отчаянными взглядами, прежде чем попытаться убежать. «Они нас вычислили!» – крикнул один из них. Но было уже слишком поздно. Полиция быстро приблизилась. Последовала короткая погоня, прежде чем полицейские схватили мужчин и надели на них наручники. Хотя непосредственная опасность миновала, Джо знал, что расследование только начинается. Джо подошел к полицейским, держа в руках раскрытую сумку в качестве вещественного доказательства. Это то, что они прятали. По его словам, полицейский осмотрел содержимое и серьезно кивнул. «Спасибо, что обратили на это наше внимание». Джо почувствовал облегчение от того, что власти были, теперь он был полностью вовлечен в это дело, но он чувствовал, что это было только начало более глубокого расследования. 3 мужчин были взяты под стражу, и основное внимание было сосредоточено на поиске Кенни. Полицейские допрашивали арестованных в поисках зацепок. Следователи также работали над установлением того, кто в первую очередь подбросил сумки на поле Джо. Вскоре они обнаружили тревожные связи с прошлым этой земли. Предыдущий владелец фермы Джо был связан с организованной преступностью. «У этой земли темная история», – объяснил офицер. Джо был ошеломлен. Он купил эту собственность из добрых побуждений, не подозревая о ее скрытом прошлом. Теперь он понял, почему земля стоила так дешево. Копнув глубже, полиция обнаружила, что предыдущий владелец использовал ферму для сокрытия доходов, полученных преступным путем. Расследование вскоре дало властям достаточно данных для ареста предыдущего землевладельца.
И Кенни, и бывший владелец были обнаружены и взяты под стражу. Стало ясно, что Кенни пытался извлечь выгоду из спрятанных мешков, используя землю Джо как удобное прикрытие. Он не был экспертом, просто увидел возможность. Предыдущему владельцу были предъявлены более суровые обвинения, как организатору, который подбросил мешки годами ранее. Когда сумки были тщательно осмотрены, в них были обнаружены пачки спрятанных денег, тщательно завернутых и закопанных в землю. «Это целое состояние», – заметил офицер. Джо, не веря своим глазам, наблюдал, как оформляли документы на деньги. Его земля, сама того не ведая, стала хранилищем преступных активов. Многие мешки были пусты, но другие все еще полны, что говорит о том, что не все было возвращено вовремя. Предыдущий владелец явно недооценил, сколько их осталось. Его предположение о том, что земля была расчищена, привело к критической ошибке. По иронии судьбы, именно естественное наводнение вынесло мешки на поверхность, разбросало их и положило начало цепи событий. То, что началось как катастрофа, открыло скрытую правду. «Природа имеет свойство все раскрывать», – подумал Джо. В конце концов, предыдущий владелец предстал перед судом. Джо присутствовал при этом и стал свидетелем падения человека, который обманул его. По мере раскрытия деталей преступной сети правосудия наконец восторжествовала. Один за другим кусочки мозаики складывались воедино. Джо сидел в зале суда, чувствуя, как спадает тяжесть выпавшего на его долю испытания. Это был долгий путь, полный страха, подозрений и предательства. Но теперь, когда правда и справедливость восторжествовали, он наконец смог вздохнуть свободно.